Добыли на этот месяц себе карты мультиспорт. Спортзал, бассейн бесплатно, Да. бильярд, боулинг, там еще какие-то сквош, 15 злотых скидка. Ждите влоги, как мы тонем. Попаду я вообще в эту лунку или нет? А как там этот киль? Сушеная рыба, конечно, стоит бешеных денег. Если вы счастливый обладатель Apple, вы платите больше за эту премиум. Почему все хвалят iPhone? iPhone ты достал из коробки, и все, он сразу в идеальном состоянии, ничего не надо настраивать, ковыряться, как в Android. Вообще, ребята, iPhone такой красивый, такой классный. Нейросети, генерировать картинки по запросу, либо можно еще миксовать со своей фотографией. Эти вот все фишки я не хочу. Вот уже сейчас достаточно. Я не хочу жить на планете, где будут эти роботы. Ребята, привет! Мы премся, будем играть в бильярд. Да. Добыли Да. на этот месяц себе карты мультиспорт. Какая карта? Light Да. на работе. Мы решили одновременно. Угу, Раз у нас чуть-чуть есть время. Ну, получается, мне дают на работе 40 злотых будут высчитывать с моей зарплаты. Тут Только 8 всего лишь. посещений Да. в месяц. Ну это классно, то есть мы бесплатно можем ходить. Бильярд не бесплатно, нам там скидка. Да. Спортзал, бассейн бесплатно, Да. бильярд, боулинг, там еще какие-то сквош, 15 злотых скидка. Классно? Мне Да. кажется, У классно, меня это очень стоит выгодно. 57 где-то злотых. А в у меня месяц. дешевле. Но они программисты, и они могут больше Но у заплатить. меня нету пластиковой карты, поэтому я попробую сегодня через приложение там активировать и пройти. Так можно, вроде Ну да, как. просто у меня еще не активировано. Я надеюсь, в этом заведении с бильярдом и боулингом смогут активировать. Да смогут. Короче, покажем вам все. Я иду, честно говоря, первый раз играть, потому что я вообще никогда не играла, только знаю, как это все выглядит. А ты играл, как я поняла, как я помню. Ну, чуть-чуть, да. Ну, короче, Сашка немного имеет представление, как играть. Я, конечно же, нет. Но вам все покажу, все расскажу. Попаду я вообще в эту лунку или нет? А как там этот киль? Кий И и лузы. лузы, Они бля, лунка. Ну, похоже же слова, Саша. Ой, ладно, все, рука же болела. Потом все, включимся. А вот сюда мы планируем ходить в бассейн. Кстати, очень хорошие отзывы. Даже мои знакомые рассказывали, что сюда ходили и очень хвалили этот бассейн, что он типа огромный. Там много таких дорожек. Соревнования были. Тут даже соревнования проходят. Я, конечно, не могу сказать, что мы с Сашей супер спецы. 0,01. Я, честно говоря, тоже плаваю по лягушачьи, то есть потонуть могу легко. Сядька. Но хочется, знаете, ребята, проверить, попробовать и сходить как-нибудь, да? Я думаю, что в ближайшие, в принципе, недели, да, сходим. Так что ждите влоги, как мы тонем. Красиво, я буду красиво тонуть. Так. И потонула поплавком. Все, мы уже на месте. Заплатили 10 злотых за час игры. Всего лишь 10 злотых. Благодаря карте мультиспорт. Да, Вообще нам сумасшедшая активировали вещь. по 15 злотых скидка. Тут куча дорожек для боулинга, больше 20. Надо еще в боулинг сходить. В боулинге я Да. профессионал, ребят. 2 стола для бильярда, какие-то игровые автоматы. Там еще вот VR-зона есть. Короче, для боулинга 2 человека маловато, а вот бильярд... Мне кажется, дети тут вообще просто пищат, визжат. Это тут сумасшедшие. Давай играть, я вообще не умею играть. Пока игра в полном экстазе, так сказать. Мы тут решили последить за Чупиком. Кстати, нам уже осталось сколько минут? 20. Что делает наша собака? На ковре своем любимом, нет? А нет, где он? А где собака? Либо там, Ну, за... где-то не видно, за столиком.
Непонятно. А гавкает, как думаешь? Наверное. Не слышно. Где-то собака ходит. Нам уже осталось, кстати, 20 минут. 20 минут всего лишь. Ладно, поехали дальше. Все, наигрались. Так выглядит. Смешно спорт. было. Ну, вообще прикольно. Да, заведение, ну тут, короче, тут много... вон там есть трон для короля дорожек. Вообще, 10 злотых мы заплатили. Это вообще просто копейки. Да, а если вы в будний день, там в какое-то время, то вообще 30 злотых в час, то есть у нас бесплатно. Боулинг тоже скидка 15, ну боулинг стоит, по-моему, от 80 или 90 в час, в зависимости тоже от дня и времени. Ну, если Боулинг прийти, это классно. ну, в пятером прийти, если у всех Почти мультиспорт, бесплатно. почти бесплатно будет. Да. Ладно, пойдем по-моему. Да. Все, ребят, ты классно. Ну и по дороге после бильярда зашли за рыбой в магазин. Сушеная рыба, конечно, стоит бешеных денег. Но она такая вкусная. Вот это самая, одна из самых дорогих, самая вкусная. Мы ее обожаем. Стынка, это как она? Не, не платва. Корюшка. Корышка, господи. Да. 112 с чем-то злотых за килограмм. А, точно, корышка, я забыла. Мы ее взяли побольше. самая Но она вкусная. самая вкусная для И нас. парочку таких попробовать. Плотва. Первый 2 раз штуки. плотву, 2 штуки. Кстати, там было 2 вида. Одна такая мокрая. Ну, она не мокрая, она типа Это такая... была не плотва, Да, это была а. вобла. Или нет, это была тарань. Ну, не важно, она была такая мокрая. Мы решили взять вот эту. Вообще видов рыбы в Вестмаркете там, Очень много. там 20, не Но. знаю, воблы одной там сколько. Там даже есть какие-то... Как это плоская такая рыба? Камбала. Камбала, но... Взяли воблу одну, Там еще окуни красный, может, как-нибудь М. попробуем? одна вобла, Да. один карась. Одна вобла не краш, потому что... Подешевле. Не знаю, вкусно Ну, оно или на нет. пробу. Ну. Вот этот потрошенный карась, а вобла-то нет. Короче, в сумме тут сколько Да. грамм? 330, Тут 52. 380, 450 грамм. За почти 42 злотых. Ну, как-то не дешево. Это очевидно не дешево. Но, ребята, это вкусно. И мы видели еще на Аллегро продают сушеную рыбу. Может, когда-нибудь сравним. Попробуем. Ребят, помните, что мы любители обсирать Apple? И любители смотреть YouTube. Да. И встал вопрос. Да, у нас был планшет, и на нем смотрели YouTube. Ну, как-то не заморачивались этой рекламой навязчивой. Ну ладно, на планшете норм. Но на телефоне, если нужно слушать музыку, то... А я слушаю музыку с ну, YouTube. закрыть, ну, затемнить экран нельзя выключить. Да. И нужен YouTube премиум, потому что iPhone. Ну, Понятно. я и да. без этого обходился прекрасно. Ну, я тоже, когда у меня был Android, Саша мне скачал какую-то версию взломанную там. Ну чего. нет, это... Ну это ладно. другое. Ну ладно, Саша Ну, это мне... классная штука, а здесь надо покупать премиум. Фишка в чем? Фишка. Если вы счастливый обладатель Apple, вы платите больше за эту премиум, если вы заходите через iOS. Угу. Вот здесь 9,49 в месяц. Мы смотрели с айфона, там 33 злотых. Ну, то же самое, наверное. Хотя нет, подожди, 33 злотых меньше. Это, не знаю, сколько там, 7-8 долларов. Но, вот, пожалуйста. Если подключаете с Гугла, то платите вы всего лишь 24 злотых в месяц. Короче, Ну, это за индивидуальную подписку, а нам нужна именно такая. надо все делать не из айфона. Говорят, что если смотришь авиабилет, тоже с айфона дороже всегда. Или с мака. Такие дела, конечно. Делишки, дела. Вот так, ребятки. Короче, может, обладатели айфона это знали, а кто не знал, вот вам очередной полезной информации от Boss Family. Смотрите, подписывайтесь, комментируйте. Ну, важная новость. Мы же разобрались с качеством видео. Ну, не с качеством, а... С проблемой, с тем, которая что нас на- интересовала. Да, на всех айфонах. Почему все хвалят iPhone, и почему мы думали, что есть проблема? Потому что все говорят, iPhone ты достал из коробки, и все, он сразу в идеальном состоянии, ничего не надо настраивать, ковыряться, как в андроиде. Хотя сейчас в андроиде тоже особо ковыряться не надо. Но в айфоне пришлось ковыряться. Почему по умолчанию снимать в 30 кадров? Это что за 20 век?
Fox. Да, и получается, что Саша нашел просто методом проб и ошибок, поменял там не 30 кадров, а 60, и все И это надо стало еще на в свои настройки места. Кому? зайти, поставить по умолчанию, чтобы каждый раз не переключать. Кто снимает 30 кадров сейчас? Зачем ставить по умолчанию 30 кадров? Ну это же есть, наверное, какая-то вот логика, так я не знаю. Ну, если только статическую картинку снимать. Ну, в движении 30 кадров, ну, не работает никак. Вот так, короче, ребята, вот вы теперь тоже вот будете знать. Вот, кстати, ради интереса, кто будет там в магазине, где айфоны продают, ну просто вот тоже проверьте, сколько там стоит кадров. Мы проверяли, везде стоит 30. Ну, мы не смотрели, но судя по тому, как вела себя камера, там именно 30. По умолчанию стоит 30. Если не зайти в настройки, так и будет стоять. Если ну 30 60, это трэш. Если поставить 60, выйти из камеры, зайти заново, будет опять 30. То есть это надо еще куда-то заходил в настройки, установил, чтобы на постоянно... Да. Еще вот эта фишка с лайв-фото, ну, она не выключается. Да, она прикольная, мне нравится. Прикольно, да, но просто когда память ограничена, она жрет очень много. Вообще, ребята, iPhone такой красивый, такой классный. Он вообще... ну ладно, то, что красивый, классный, это понятно. Мы настроили. Качество нам теперь очень нравится. Намного лучше, чем в нашей камере. И это, к сожалению, факт. Но что делать, да? Перейдем ко второй теме. У нас еще и вторая тема. Что касается красивого, у нас красивый чупсик. Да. Это все знают. Но я тут нашел прикольную штуку. Ну, уже в последних рядах я ее нашел. Такие нейросети, которые фотографии могут. Ну, либо генерировать картинки по запросу, либо можно еще миксовать со своей фотографией. И мы немножко поиздевались над чупсиком. Покажешь сайт? Да, ну, то есть... ты же... Ну да, фотки я вставлю отдельно. Здесь у нас, это искусственный интеллект Midjourney называется. Есть инструкция, как его подключить. Работает все через Discord. Ну и здесь попадаешь в чат. Ну, открываешь один из таких чатов, типа у тебя доступен Newbies. И можно писать запрос. И видно, как другие люди генерируют. Вообще очень красиво. Можно добавить там еще на свой сервер и пользоваться в одиночку, чтобы не мельтешила чужая работа всякая. Но очень красивые картинки иногда. Да. Чупсик просто... чупсик загляденье! Ой, смотри, какая девочка. Смотри, как красиво. Девушка вообще... И эта картинка вообще не похожа. А при чем тут парень? Как-то он так сгенерировал. Запрос. Тут запросы пишешь? Да, можно добавить свою фотографию, можно просто... вообще классно. Можно что-то такое красивое создать, как вы тут, например. Ну да, многие очень даже классные пользуются, картинки делают. Там прикольный момент, что обычно, если человек, то неправильное количество пальцев рисует. Ладно, короче, поиграться. Там есть ограничения, конечно, но поиграться прикольно. Ну что, мы классные. Всегда делимся полезной информацией. Про вот эти все искусственные интеллекты. Блин, ребята, мне так страшно. Мы с Сашей... уже. Да, мы с Сашей уже это обсуждаем второй день. И я понимаю, что я, например, не хотела бы жить в таком современном мире, где... и сейчас уже достаточно современный мир, но чтобы человек уже не думал, чтобы уже искусственный интеллект писал книги, писал музыку. Например, искусственный интеллект, как я поняла, он уже может, голосом умерших музыкантов создавать какие-то песни. Я так не хочу. Книги писать. Да. Шахматы выигрывать. Шахматы еще давно выигрывал. Это вообще, вот эти все фишки, я не хочу. Вот уже сейчас достаточно. Мы сейчас уже ленивые. Мы можем не ходить в магазины. Мы можем работать удаленно. Да все мы можем. Мы можем работать в другой стране на удаленную фирму. Можем путешествовать онлайн, можем по карте ходить, да. Просто написать бота, который будет вместо тебя работать, создавать видимость. Куда уже больше? Я не хочу жить в стране... Я не хочу жить на планете, где будут ходить роботы. Не знаю. Вот это же даже дико, если подумать, вот у кого есть роботы-пылесосы, они в многих, да, ты им включаешь, не знаю, там свет, даешь ему имя. Хотя он вообще, робот. А ты уже начинаешь любить. То есть ты сам не осознаешь,
как... Ну, это я просто на примере робота-пылесоса. Ты сам не осознаешь, как ты его уже очеловечиваешь. Короче, я не могу, мне страшно это все. Ну, такая научная фантастика немножко уже. Все фильмы, Добралась. которые там вот были, которые, не знаю, там лет 10 назад мы смотрели, и думали, Да, вообще, уже что даже может лет быть? 40 назад уже такую фантастику снимали. Тоже там роботы, искусственный интеллект. Летающие машины, правда, еще были всегда во всех фильмах, но мы еще не дошли. Ну, До сих пор на бензине, на дизеле это... Не, ну уже смотри, Ну, есть уже, конечно, Тесла, прогресс есть. есть машины-гибриды, есть сами рулят. Но автопилоты. Автопилоты, ну вообще, блин. Ну, еще не летают. Ну, в самолет массовом хотя бы, да. производстве, конечно. Ну это трэш, ребят. Мне вообще страшно, что нас ждет. Ну, посмотрев еще «Черное зеркало». Нет, не напоминай мне, я ненавижу этот сериал, вообще ненавижу. Самый ужасный сериал в моей жизни. Это ужасно. И вот самое ужасно осознавать, что мы к этому идем. Есть шаги какие-то. Вот, подожди, где-то я слышала в каком-то интервью, что в Китае уже где-то есть такая фишка, что типа если у тебя там мало отзывов, мало звезд. Ну, наверное, да. Это, в принципе, к нам тоже уже приходит. Вряд ли мы с тобой пойдем в какую-нибудь клинику, в какой-нибудь отель заселимся или что-то купим, если там будет мало 2 отзывов, звезды, да, или 2 отзывов. звезды. Ну, да. Хотя это реально не факт, что там плохо. Может, пару человек... Обычно Может, негатив заказали пишут конкурент. больше, но и негатив пишут больше, Да. чем положительный. Короче, ребят, все, я не хочу больше об этом говорить.